Ох, сколько раз я пыталась приготовить халву, и каждый раз у меня ничего не получалось. И наконец-то я нашла идеальный рецепт, который получится у всех. Я вам гарантирую, после этой халвы вы на магазинную даже не посмотрите. Готовится она очень легко. В сухую разогретую сковородку всыпаем 400 грамм сырых семечек. Постоянно помешивая, обжариваем семечки в течение 10 минут. Наши семечки готовы. Теперь мы берем пергамент либо газетку и высыпаем на них наши семечки, чтобы они полностью остыли. Распределяем по всему пергаменту, чтобы ускорить процесс. После того, как наши семечки полностью остыли, нам их нужно измельчить в блендере. Чтобы добиться лучшей консистенции, советую измельчать частями. Всыпаем в чашу чуть меньше половины. Начинаем пробивать блендером. Сначала будет вот такая консистенция, но это еще не конец. Продолжаем взбивать дальше. Дальше будет вот так, но и это еще не конец. Продолжаем взбивать еще. Постепенно наши семечки становятся более липкими, поэтому можно потрясти блендер, чтобы они спали со стенок. Потом можно взять маленькую ложку и собрать со стенок и со дна. И продолжаем дальше взбивать наши семечки, чтобы добиться консистенции густой пасты. Наши семечки достаточно измельчились. Вот такая паста у вас должна получиться. Теперь берем отдельную миску и перекладываем туда наши измельченные семечки. Запах просто невероятный. Хочется уже сейчас взять ложечку и скушать. Но мы продолжаем дальше. Всыпаем наши семечки чуть меньше половины чаши блендера. И продолжаем взбивать до нужной консистенции. У меня чаша блендера небольшая, поэтому я делила на 3 части. Если у вас чаша побольше, то можете сделать это в 2 этапа. Уверяю вас, халва получается как та самая халва из детства. Помните ее? Если помните, пишите в комментариях. Та самая халва, которая продавалась на развес в брусочках. Она получается такая же рассыпчатая, нежная и тает во рту. Чтобы приготовить эту халву, вам не понадобится много времени. Она готовится очень быстро. Все семечки мы измельчили, вот такая вот масса у нас получилась. Теперь мы приступаем к следующему приготовлению нашей халвы. Берем сухую миску и вбиваем в нее один белок. Желток нам не понадобится, можно его убирать. В белок мы всыпаем щепотку соли и немного сахарной пудры. И начинаем взбивать миксером. Благодаря маленькой щепотке соли наш белок подобьется гораздо быстрее и будет более устойчивым. Белок нам нужно подбить до пышной стойкой пены. Вот таким образом можно проверить наш белок. Дальше мы берем сотейник, всыпаем в него 200 грамм сахара. В сахар мы вливаем примерно 55 грамм воды и убираем на средний огонь. Постоянно помешивая, вариваем до закипания. А как только наш сироп закипел, увариваем еще примерно 3 минуты, постоянно помешивая на среднем огне. Затем снимаем и тонкой струйкой вливаем наш белок, при этом постоянно помешивая миксером.
После того, как мы влили весь сироп, белок взбиваем еще примерно 1 минуту. Затем частями добавляем нашу подсолнечную массу и все хорошо перемешиваем. На данном этапе можно добавить в массу любые орехи, вяленую клюкву или изюм. Я предпочитаю классическую халву без каких-либо добавок. После того, как наша подсолнечная масса хорошо объединилась с белком, мы берем форму, застилаем ее пищевой пленкой и всыпаем в нее нашу будущую халву. А дальше мы равномерно распределяем по форме и утрамбовываем ее всеми возможными подручными средствами. Я сначала прижимаю лопаткой, потом я беру стакан и сильно ее прижимаю. Дальше я проверяю руками, хорошо ли она прижалась, и еще дополнительно ее утрамбовываю. Накрываю пленкой и убираю в холодильник на 2-3 часа, чтобы она стабилизировалась. У меня халва постояла 3 часа и очень хорошо стабилизировалась. Теперь мы ее достаем и нарезаем. Можете уже ставить чайник, приглашать семью за стол и наслаждаться вкусом этой халвы. Я уверена, что вашим домочадцам она очень понравится. Халва состоит полностью из натуральных ингредиентов, поэтому ее можно даже детям. По этому рецепту халва получается мягкая, в меру сладкая и рассыпчатая. Я вам гарантирую, магазинную халву вы больше никогда не купите. Обязательно попробуй приготовить халву по этому рецепту. И не забудь подписаться на наш канал. Каждую неделю у нас новые видео.